Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз, судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И я не случайно добавила это к названию, вот эту фразу, возможно, все, поскольку на самом деле планетарные транзиты этого месяца, они могут быть достаточно неожиданными. Точнее, планетарные транзиты для нас ожидаемы, но вот то, что они принесут, может нас где-то заставить пересмотреть свои взгляды, пересмотреть даже мировоззрение. И для вас, мои дорогие тельцы, вы вообще в центре внимания, можно сказать и так. Я смело об этом заявляю, потому что последний реверанс Плутона в знак Козерога больше как раз и касается знаков зодиака водной и земной стихии. Словно специально в знак надежности, стабильности Козерог входит еще раз Плутон, давая вам возможность что-то завершить, с чем-то определиться, как словно желания ваши, цели, намерения будут проиграны до последней октавы, и что-то определится для вас настолько, что у кого-то это может быть сопряжено, когда и то, что я не видел, или тайное что-то, оно теперь как на ладони. Но это могут быть еще и наши какие-то, как мировоззрение, или наше устремление. Мы думали, что у нас получится какое-то дело осуществить. Или, может быть, это по части партнерских отношений, не обязательно личной жизни. Хотя у кого-то как раз личная жизнь будет проигрываться. Мы здесь видим какую-то правду без прикрас. И помогает это нам с чем-то разобраться окончательно, словно когда мы проделаем эту работу над собой. Все остальные события, они будут выстраиваться в каком-то более красивом узоре или пойдут, как я говорю, с правильной ноги. Кроме того, 15 ноября в вашем знаке зодиака полнолуние. Мы знаем, это кульминация, это завершение, это когда то, что мы прежде намеревались сделать, или мы уже как бы сделали, совершили, здесь тоже может достичь своего эпогея. И этот период еще и совпадает с тем, что Луна в соединении с Ураном. Очень символично, что и полнолуние в вашем знаке зодиака, мои дорогие, и в первом доме гороскопа – это символ вашего «я». Это ваши честолюбивые планы, устремления. Это какой-то как новая степень самоосознания. Но если мы про Уран, Уран в вашем знаке зодиака, и сейчас он в ретро-движении, и пробудет он в ретро-движении до конца января 2025 года, давая опять же вам возможность с чем-то определиться, все расставить по местам. И хоть мы и связываем часто, так вот повелось, что Уран планета-разрушитель. Нет, планета не разрушитель, а как раз помощник разобраться с тем, что уже какая-то или история, или, ну, сложилась ситуация, она уже старая, устаревшая, замшелая. Мы не можем что-то продвинуть. Это не будет служить нашему прогрессу. Соединение Луны и Урана придает некоторым событиям элемент непредсказуемости. Поэтому и возможно все, я так назвала наше видео. И это касается всех. Потому что хоть и вот такие важные транзиты происходят в вашем знаке зодиака, но Телец олицетворяет благополучие. Здесь и финансы, и где-то мир ожидает, что могут быть сильными мира сего как раз в ноябре приняты какие-то новые системы взаиморасчетов. Они могут быть нам еще в ноябре не объявлены. Скорее всего, это будет февраль-март. Мы еще пока можем не знать. Но, может быть, где-то кулуарно уже как меняется миропорядок, меняется какая-то структура, система. Мы, опять же, не можем это изменить. Но наша задача будет вот то или та реальность, в которой мы оказываемся, ее адаптировать максимально по отношению к себе или самим адаптироваться, организовать свою жизнь в каких-то новых уже сложившихся условиях. Но если мы говорим о других транзитах, Марс во Льве, который сопровождает практически весь ноябрь нас и еще заходит на декабрь, вот эта марсовская энергия активности, мы тоже будем ее все ощущать. Нам нужно соединить нашу жизнь или решение каких-то вопросов, возможно, по труду, по занятости, в один красивый узор, чтобы это было и понятно, и полезно. Давайте пойдем вперед. И у нас сегодня две колоды Чиро Маркетти. Мне очень нравится
Этот автор и художник совершенно великолепный, особенные карты, это на мое мнение. И сначала на колоде золоченого Таро мы зададим некоторые вопросы, которые будут именно касаться будущего. Пусть нам карты немножко так прояснят обстановку возможную на ноябрь или с теми вопросами, которыми мы столкнемся. Итак, события ближайшего будущего. 3 карты. Что для вас, мои дорогие, события ближайшего будущего? Что на будущее вам скажут Таро? И достанем еще 3 карты. Это будут события отдаленного будущего. И это мы в разрезе ноября. Поэтому где-то первая половина, вторая, можем сказать и так. События отдаленного будущего. Или то, что мы будем продолжать. Этого я тоже не исключаю. И Таро снов. Вторая колода. Мы зададим тоже вопросы, проясняя первые 6 карт. В чем риск? Вот такой вопрос. Мы сказали о неожиданностях, о влиянии Урана, Плутона. От чего вы откажетесь? Что-то нам спешит дополнить тему, поэтому положим вот к этой же карте, что от чего вы откажетесь. Что скрыто? Что вам помогает? И достанем карту «Итог». Как итоговую. Или как совет. События ближайшего будущего. Король мечей. Ну или действительно у кого-то партнеры напрямую, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Или имеют там асценденты. Кроме того, эта карта очень всеобъемлющая. По ней проходят, как и врачи, и у кого-то вопросы по здоровью, которые нужно прояснить. Причем наверняка по этой карте мы всегда так холодно, рассудительно выясняем какое-то дело, тему, вопрос. Может быть, это могут быть для кого-то из вас вопросы, связанные с оформлением, высокие чиновники, служащие банков, такое тоже вполне может проиграться. По этой карте идут люди в форме, ну вот как и врачи, в принципе, любая, наверное, форма, у кого-то и таможня, или там любые другие. По этой карте идут еще и также, и такое тоже для кого-то будет актуально, какие-то вопросы, связанные с судом, может быть. Но, повторюсь, самое главное делать что-то пунктуально правильно, не нарушая в первую очередь закон, или где-то дотошно разбираясь в том или ином вопросе. Может быть, по части личной жизни, если действительно совпадает карта с где-то с элементом стихий по гороскопу, тогда это ваши будут отношения. Хотя я не могу исключить, у кого-то это могут быть отношения по бизнесу или взаимодействие с вашим руководителем. Кто-то из вас будет делать карьеру, но вот такие холодная, сдержанная энергия, когда есть правда и ничего, кроме правды. Вот в событиях ближайшего будущего что-то вы будете расставлять по местам. Какова вторая карта? И посмотрите, старший аркан отшельник. Во-первых, торопиться явно не стоит. И у нас есть такая энергия, как Юпитер у нас в ретро-движении находится в Близнецах. И нельзя сказать, что это энергия, которая нас на какие-то подвиги или на какие-то, ну, знаете, более быстрые решения сподвигнет, или нам захочется так ва-банк играть. Нет, ну, я аллегорически говоря. Более спокойной энергии, но, может быть, это совершенно необходимо, опять же, детализировать тот или иной вопрос или разобраться, как я уже сказала, в каком-то деле. Нужно делать что-то наверняка. И аркан-отшельник – это тот путь, жизненный путь, как высшие цели, намерения ваши, которые вы должны проделать словно одиночку. Или, может быть, те вопросы, с которыми вы лично должны разобраться тоже. Задать себе вопрос, куда же я иду или чего я хочу достичь. Безусловно, интуиция вам будет помогать, события ближайшего будущего. Если мы 2 карты достали, значит, любые вопросы, хоть самые фундаментальные или самые беспристрастные по части законов, где-то все равно слушать собеседника и подсказки собственной души. Потому что отшельник с фонарем идет. Вот фонарь – это прообраз интуиции. А интуиция – это у нас наш интеллект
и предыдущий опыт. Это касается вашей цели жизни. Так оно и есть. Перезагрузка для вас, мои дорогие тельцы. Пятерка мечей. Первая победа. И я могу с уверенностью сказать, все же это карта конфликта, каких-то разочарований. И если мы говорим про прежний опыт, его, правда, стоит перевести во что-то более беспристрастное, чтобы эмоции вам не мешали принимать правильные решения. Да и на кону-то ведь с учетом короля мечей у кого-то могут быть серьезные вопросы в оформлении документов или в подписании важных документов, вопросы с банками. Пусть это даже вопросы по части вашего здоровья, к примеру, мы все разные. И значит, к этому тоже нужно подойти рационально, что-то не отложить на потом. Но и где-то вот эти эмоции, по пятерке мечей нам хочется всегда что-то доказать. Или, если прежде был с кем-то конфликт, то тогда мы тоже выбираем, как мы будем взаимодействовать дальше. Либо мы вычеркиваем этого человека из нашей жизни, либо мы миримся с ним, и мы можем помириться, мудрость у нас все-таки идет, и тогда мы не вспоминаем былое. Но я бы сказала, может быть, и вокруг вас будут люди, которые будут вас пытаться вызвать на этот конфликт, или вам что-то доказывать. Выводы, по сути дела, вы делаете. Давайте мы немножко проясним. Пусть нам опишут ситуацию, что это может быть. А вот смотрите, победа. И над какими-то прежними конфликтами, может быть, и распрями. Ну, понятно, темы у каждого будут свои, и методы, кстати, тоже. Обратите внимание, разная энергия. Значит, часть вопросов вы можете решить благодаря тому, что вы так вот сосредоточенно, хладнокровно, может быть, с позиции закона, оформите важные бумаги, документы. А в части вопросов вы как раз нивелируете этот конфликт, потому что благодаря своей мудрости вы не попадете в какую-то, ну, как ситуацию стопора. По пятерке же мечей у нас всегда мы вот вроде бы кому-то что-то пытались доказать, вроде настояли на своем, ну вот нам от этого ни холодно, ни жарко. Мы от этого счастья не испытываем. А у вас выпадает шестерка жезлов, и поэтому дела, работа, бизнес, документы, учеба и деньги. Вот здесь победа. Значит, какой-то вы вопрос все равно решите для себя хорошо. Может быть, прежде и по пятерке мечей были какие-то сложности. Может быть, мои дорогие тельцы, кто-то вас буквально достал, до ручки уже довел, и вам самим захочется эту ситуацию завершить. Но все равно победа за вами. Но быть более гибче определенно стоит. Да, дважды. Когда семерка жезлов, это на нас воздействует, чтобы мы согласились на какой-то вариант. Возможно, и вам будут что-то предлагать. Такое, что, ну, вам не очень нравится. Или кто-то может, знаете, вы можете оказаться в такой ситуации, когда пытаются на трудолюбивого тельца какие-то, может быть, дополнительные обязанности, или склонять вас будут к таким обязанностям, или каким-то условиям, которые больше интересны кому-то, но не вам. И карта нам говорит, вот, сохраняй как будто внутреннее спокойствие. Перед тем, как на что-то согласиться, как минимум, отступи полшага назад и подумай, а надо ли тебе в этом участвовать. Потому что больше интереса кого-то, нежели вашего. Да, по семерке жезлов мы можем начать что-то доказывать. У нас хватит сил парировать. Но опять же, а надо ли? Потому что рядом у нас карта шестерка жезлов, мои дорогие. И как бы победа у вас есть. Но вот чтобы победа ваша, она будет абсолютно точно в том или ином вопросе. Но чтобы не было послевкусия после этой победы, когда вы в более воинственных энергиях находитесь. Вот где-то об этом нам говорят карты. Будьте гибче, будьте хитрее. Точно, у вас на кону исполнение желаний. По аркану мир, старший аркан, 21, последний. Это завершение, итог. И значит, какой-то итог, ясность. И планетарно, кстати, об этом нам тоже говорят. У вас в ноябре будет. У кого-то это могут быть вопросы переезда. Или когда вы планируете его, но все что-то пока не стыкуется. Значит, вы будете продолжать этим заниматься. Главное определиться, куда же я иду. Вот как по карте отшельник. И тогда, шаг за шагом, у вас получится все осуществить. Может быть, и некоторые вопросы, даже если мы берем планетарные транзиты, берем, например, Уран, как я уже сказала. В прямое движение это у нас февраль-март, и больше что-то будет проясняться. Но у нас еще есть такие
Например, планеты, которые в ретро-движении, это касается у нас Нептуна, например, Сатурна в рыбах, вот эти вот в водных энергиях, да, вот эти планеты, они нам добавят как раз решимости, понимания и конкретики в каком-то вопросе. Вот правда, какой-то итог, в котором вы победитель, или что-то у вас получится осуществить. По карте мир здесь все возможно. Вот действительно, для вас возможно все. И здесь у нас присутствуют как деньги в виде золотого тельца. У нас здесь присутствует лев, как ваш статус может измениться. Безусловно, популярность. Это тоже проиграется для кого-то, рост вашей популярности. Особенно если вы занимаетесь своим творчеством. Или, к примеру, вы медийный человек. Или вы таким хотите, таковым точнее, стать. Это все со знаком плюс. Может быть, есть у вас какие-то высокие идеи, и значит тоже вы сможете ее как-то продвинуть. Ну или орел где-то говорит о мудрости и о перемещении на далекие расстояния и возможности видеть, словно в 3D формате, прошлое, настоящее и будущее. Вот, наверное, такой беспристрастный взгляд, словно вот этот кубок такой своеобразный, да, с лавровым венком вам предстоит взять, и к этому есть все предпосылки. Что-то, как и прежде, вроде бы правильно было сделано, но есть еще и те штрихи, в которых вам надо будет внести коррективы. Вот эту победу словно укрепить, но никоим образом не нарушить. У вас на кону что-то важное. И тут может быть все, как я сказала. И вопросы дома, и вопросы личной жизни, и вопросы вот в один клубок ваших заработков, денег конкретно, безусловно, финансы не на последнем месте, ну и ваших новых достижений. Может быть, мы ведь все разные. У кого-то в одной сфере жизни начинают происходить более активные изменения, но значит, все остальные сферы постепенно подтянутся вот за этим основным каким-то моментом. Давайте отдаленное будущее узнаем. Туз жезлов. Это решение и решимость как-то действовать. Это новый план или коррекция прежнего плана. Это мы уже определяемся с чем-то. Это может быть и внутренний инсайт. Это может быть и известие, которое вам помогает этот самый выбор сделать. Или какая-то обстановка, когда я словно прозрел или прозрела. Вот до этого мне не было это видно, а теперь действительно больше ясности. И это на отдаленное будущее. Возможно, вторая половина ноября. Семерка пентаклей. У кого-то деньги в рост или побочный, вторичный какой-то доход. По этой карте, в принципе, вопросы финансов. И нам ведь говорят о том, что, как и фондовые рынки, тут могут претерпевать изменения. В принципе, система взаиморасчетов и полнолуние в вашем знаке – это раз, это как кульминация завершения. Плюс Луна соединяется с Ураном, и мы знаем это изменение, перемены. И вдобавок это вот происходит 15-го, а на пороге практически с 19 по 20 Плутон переходит в знак Водолея. И вот эти все энергии вы могли уже ощущать в октябре, кто смотрит мое видео сейчас. И вы их будете где-то еще, то есть 2-3 недели до и после. Вы будете это ощущать. Что-то стабилизировать вы будете, это точно. Или ожидать каких-то документов до конца ноября. Не все тут вот что-то нам сказали, да, вы расставите по местам. Но, может быть, от ваших решений будут предприняты ваши действия, и после последует некоторый период ожидания. Рыцарь мечей и вверху пятерка мечей. Какой-то застарелый конфликт не должен быть повторен. Но и вы, чтобы навредить самому себе или самой себе, тоже не должны ввязаться в какой-то спор. Вы будьте внимательны, у вас две таких карты, как король мечей и рыцарь мечей. Энергетика где-то одинакова, но статус, понятно, разный. По этим картам могут быть такие согласования, или, к примеру, вам нужно обратиться в налоговую, допустим, составить какие-то отчеты, или в связи с вашей финансовой составляющей вашей жизни вам тоже потребуются какие-то документы. Иногда по рыцарю мечей приходят проверяющие, или приходит какая-то новость. Может это выражаться и в людях, которые имеют сложный характер и пытаются настоять на своем. По рыцарю мечей бунтарь без причины. Вот есть такое значение. Когда человек, вот он решил так, и ты его не обойдешь, не объедешь. Ты его не изменишь. Вот он живет в этих своих энергиях, и тогда нам говорят, ну, условно, даже если бросили перчатку, не поднимай ее.
И пока ты не поднял, конфликт не начался. Может быть, по этой карте иногда нас пытаются где-то зацепить, но эмоции не очень приятные. И люди нам могут говорить неприятные вещи. Правда? Поэтому будьте где-то готовы к этим эмоциям. Мудрец у нас выпадает. Вот мудреца, отшельника, его невозможно как купить, налезть, так и расстроить какой-то хамской фразой. Ему все равно. Он идет своим путем. Поэтому что-то продолжайте. Даже если вы находитесь среди какой-то костной среды. Да, именно из разряда то продолжение, которое будет для вас каким-то прогрессом, мои дорогие тельцы. Не отказывайтесь от того, как ваша мечта или то, что просит ваша душа. Тут ведь самое главное ваше намерение и цель. На весь последующий период Плутона в Водолее. Индивидуальность. Поэтому вот каким образом вы можете свою индивидуальность выразить, ваши таланты, им предстоит еще только раскрыться. Но тельца воспринимают как что-то уверенно надежное. А тут происходит у вас вот такие внутренние перемены, и они для вас сложные. А те, может быть, это как ваше окружение или ваша семья, она к этому не готова. И они не видят то, что вы хотите создать, совершить. Или, может быть, вы даже и не собираетесь никому говорить, рассказывать о своей мечте. Но вы это поставили себе в план. Но это будет менять где-то вас. И вот эти метаморфозы, которые с вами, тельцы, происходят, они даже близкими могут быть так колюче восприняты. Будьте к этому отчасти готовы. С чем это связано, мне хочется немножко дополнить. Вот, к примеру, рыцарь мечей. Что за вопрос? Какое-то ожидание в личной жизни. Вот просто ожидание. Именно по этой карте. Вот мы ждем. Сами не знаем, ну чего-то ждем. А еще что? Опять же карта мир. Ну, наверное, у каждого по-своему. У кого-то, может быть, и те отношения, которые, ну, никак не развиваются. Вы примете решение что-то завершать, а у кого-то, наоборот, с новым взаимопониманием будет что-то продолжено. Итог вы получите одним словом. У кого-то это будет касаться, может быть, оформления важных документов или вопросов в суде, если ваши суды, к примеру, тянутся длительное время, и все ни конца, ни края не видно. Ну, вот в ноябре больше будет ясности, правда, определенности. Или, может быть, в тех отношениях, когда тоже вечно какая-то такая, как качелеобразная ситуация, или что-то такое зыбко непонятное, но тоже ясность наступит. Наступит ясность, мои дорогие. И следующая у нас карта. В чем риск? Ну, это правда риск, карта башня. Поэтому аркан у нас может как происходить внешние события. И, может быть, вы столкнетесь с тем, что та обстановка, в которой вы сейчас находитесь, она требует от вас принятия быстрых решений. Что-то не может быть отложено на потом. И я часто говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И, может быть, для вас будет еще очень важно не отказаться от какой-то поездки конкретно. Может быть, как возможность какого-то скорого переезда по этой карте тоже может быть. И нам, вам, мои дорогие тельцы, придется, правда, в чем риск? Быстрое принятие решений. Думали вы что-то одно, а вот здесь придется, может быть, что-то переиграть или внести какие-то коррективы. Кстати, знак Марса. И Марс у нас в ноябре во Льве. Это добрая, позитивная энергия. Да, это те энергии, которые как раз и добавляют оптимизма, энтузиазма, веры в собственные силы. И вот почему на аркане башни у вас как будто период даже совпадает, который говорит карта, и то, что мы можем судить планетарно. Да, тут какие-то будут перемены. В чем риск? Вы к этому не готовы. Будет то, к чему вы не готовы. Давайте мы немножко проясним, чего это может касаться. Или с чем это может быть связано. Я допускаю, что у каждого своя сфера жизни. Но башня есть и такое значение, как опасность. И мы не должны как и рисковать, так и упустить момент. Ведь самый первый прообраз карты башня была тюрьма. То есть раньше что-то мы не могли совершить, а вот теперь уже у нас возможности. Чего это будет касаться? Личной жизни.
перемены где-то, мы с вами об этом говорили. Паш монет. Может быть, какая-то затянувшаяся ситуация по части личной жизни. А также это могут быть просто вопросы, связанные с вашими детьми. Семерка жезлов где-то нам дополняет того значения, что да, мои дорогие, не все с вами будут согласны. Вам будут пытаться, ну, где-то парировать, настаивать на своем. И у нас знак льва, это тоже Марс во льве, обратите внимание. Вам придется где-то, несмотря на то, что вам могут быть неожиданные, к примеру, поведение конкретного человека, может быть, которого вы знали. Может быть, это кто-то из родственников даже, да, ну, не обязательно из близких, но это чаще всего же проходят те люди, с которыми нас родственные связи соединяют. И есть какая-то составляющая, когда именно вам пытаются парировать. Вы можете в ответ что-то, как и действие совершить, так и ответить. Но карта семерка жезлов нас всегда призывает к мудрости. Отступи полшага назад и подумай, нужно ли тебе в этом участвовать или нужно ли тебе в какой-то буквально вопрос ввязываться. Двойка монет. У кого-то может быть ситуация, которая касается денег. Или двойка монет – это когда вы можете прийти к выводу, может быть, с конкретным из родственников, человеком. У вас была уже прежде ситуация, она может повториться в ноябре, и вы придете к выводу, что люди не меняются. Вообще, эта карта еще отчасти, когда придется договариваться, держать некоторый баланс. Но чего же касается башня? Но тоже карта скорости, отчасти это карта трансформации и быстрых новостей, когда мы, опять же, что-то не можем оставить на потом. Хотя карта это предполагает, что у нас есть маневр на какой-то период короткий, на момент отступить полшага назад, словно правильно прицелиться. Обратите внимание, знак стрелец. И стрелец, как мы знаем, если лук и тетива, мы сначала натягиваем эту тетиву и прицеливаемся, куда же полетит наша стрела. И позиция стрельца самого, она как будто полшага мы отступаем для того, чтобы лучше прицелиться, а потом попасть в яблочко. Вот что-то вы должны, ну, филигранно точно сделать, мои дорогие тельцы. У каждого в своей сфере жизни, безусловно. У кого-то это может касаться денег и работы, у кого-то будет касаться близких и детей. Придется какую-то данность, обстоятельство принять как свершившийся факт и отстроить какую-то, ну, с одной стороны, свою трансформацию себя, может быть, поменять, или учиться адаптироваться к каким-то условиям. Ну, у каждого по-своему. Не совсем тут нам пояснили, но правильно, видимо, у кого-то из вас могут быть планетарные вопросы, связанные с домом. Кстати, по карте башня тоже. Сам дом, место вашего пребывания, где вы проживаете, находитесь. У кого-то это могут быть финансы, а у кого-то по части заработков. Хорошо. От чего вы откажетесь? Вот вы откажетесь, и правда планетарно тут тоже, мои дорогие. Это карта замкнутости, девятка жезлов. Это карта, когда мы обосабливаемся, как будто от общества. Когда мы хотим уединения, когда мы не хотим включаться в какой-то вопрос. Но именно в этой колоде Чиро Маркетти смысл другой. Телец, ты уже сделал все, что мог. Значит, есть, мои дорогие, когда вы подводите итоги и себе говорите, все, что могла, я сделала. Или все, что мог, я совершил. Теперь осталось только наблюдать. И у вас рядом карта императрицы. Что может быть лучше? Да, у кого-то напрямую у вас проиграется как дом. Потому что буква еврейского алфавита «далет» – это дверь. И как символ вашего дома, место вашего пребывания, но это еще и дверь в будущее, это новые возможности. Ну и, понятно, императрица – это карта благополучия. Дитя держит. Мои дорогие девочки, для кого это актуально? Может быть, вы ждете ребенка или рождение.
ребенка. И, понятно, с этим море просто проблем. И одновременно и дитя, и одновременно еще и вопросы благополучия. Ну и где вы находитесь. Вот здесь все может быть взаимосвязано. Или ваша семья. Какие-то семейные тоже вопросы. Но, в принципе, Телец, вот нам показан воин, уставший. И вот он так закрыл глаза, как будто уставший присел на ступень и говорит: все, я действительно, все, что в моих силах было, я совершил. И есть итог. От чего вы откажетесь? Откажетесь от какого-то повторения, будем говорить. Потому что примите во внимание какую-то конкретную ситуацию, обстановку, которую, может быть, вы не можете изменить. Но тут вы можете, не столько от понятной императрицы, это вы не отказываетесь. Но, к примеру, вы можете пересмотреть свою помощь кому-то. Вот это я могу предположить. Но есть те составляющие, от которых вы не можете отказаться. Это факт. Отказаться вы можете только от того, что уже по максимуму вами проделано. И правда, тут высшие октавы достигают в течение первой половины ноября ваши желания, намерения и цели. И вы какой-то итог так или иначе подводите. Что скрыто? Давайте узнаем. Глупость какую-то не совершить, мои дорогие. Но, с другой стороны, это нулевой аркан, это всегда начало. Поэтому мы по этой карте можем пока еще не видеть точно, что вот те события, которые завершаются, или в той обстановке башни выпадает, да, в которой вы оказываетесь, или сталкиваетесь с какой-то информацией, новостями, вы вынуждены как будто по судьбе с этим столкнуться, потому что перезагрузка идет, безусловно. И по аркану нулевому мы сами как будто еще наперед не можем просчитать с точкой. Поэтому мы должны себе, безусловно, не навредить. И что символично, мои дорогие, более чем у нас два знака. И если у нас знак Урана, очень символично, опять же, тому, что я уже сказала, планетарно. И планета в вашем знаке зодиака. И сейчас еще пока ретро-движение. Прямое оно будет с 1 февраля. Поэтому будьте внимательны. Но и с другой стороны, быть аккуратным, чтобы не сорваться куда-то с места в карьер все же. Потому что буква алфавита Алеф означает бык. Тоже где-то телец, мои дорогие. Силы много. Но эта сила должна быть очень разумно приложена. Вам как будто будут высшие силы давать как и возможности, так и силу совершить эту перезагрузку, что-то начать по-новому, или осуществить какое-то намерение, у кого-то переезд, или словно вот эту трансформацию. Жизненных сил у вас хватит, но это требует вашей реорганизации. Как-то так. Что вам помогает? Вы можете просто этого не видеть. Получение денег. И это у нас прекрасно, у нас знак зодиака Дева. Это какая-то детализация ваших финансовых тем, ваших возможностей. Это потенциально добрая карта для, как на работу, на ваш успех, на осуществление честолюбивых планов. По этой карте проходит самодостаточность, уверенность и решение многих финансовых вопросов. И девушка держит голубя, словно решая какие-то финансовые вопросы. Телец будет себя чувствовать более надежно, спокойно, уверенно. Так и где-то это будет означать мир, покой в вашей душе так тоже. Есть и еще, что вам помогает. Как будто пусть даже тысяча еще каких-то неопределенностей, но по финансам у вас что-то может пойти хорошо в гору. Но если мы говорим про эту карту, это те вещи или те финансовые поступления, которые вы заработали. Именно заработали. Или какие-то действия прежде вы уже к этому приложили. В принципе, финансовая состоятельность в целом, можно сказать и так. Это помогает. Итог. Ну вот, магом и волшебником быть. И, мои дорогие девочки, с учетом карты императрицы и карты сила, энергетика как у мага, но это больше женская карта, поэтому вся прекрасная половина знака зодиака Телец, вы будете очень привлекательны, манящий для противоположного пола. И одновременно вы очень ресурсны. Как и свои намерения, цели
мечту воплотить в реальность, так и, в принципе, вам помогают действительно планетарные транзиты, словно расчищая перед вами путь. Обычно лев прорисован, у нас здесь тигр прорисован. Это когда мы хотим настоять на своем, и знак льва у нас тут тоже присутствует. Но держать на коротком поводке в целом свои эмоции, чтобы себе не навредить, будет доброй практикой. Возможно, все ведь опять же нам говорит об этом карта. Будут периоды такие, когда вы почувствуете себя все-таки вот уверены. Что-то у вас здесь проясняется в ноябре. Но это не повод к тому, что я успокоился и теперь все вернется на круги своя. Нет, вот эту какую-то передышку нужно или стабилизацию нужно наоборот использовать на благо себе, потому что потом будет что-то меняться. И взаимодействовать придется, потому что буква Т означает змея. И мы знаем, с одной стороны, это символ мудрости, как по отшельнику. С другой стороны, нам карта говорит, окружают тебя разные люди. И если ты поспешно свои будешь очень ярко демонстрировать эмоции, ты будешь открытой книгой для окружающих. Поэтому где-то будь хитрей. Энергия карты силы, как и у мага, манипулятор. И для вас, мои дорогие тельцы, такие энергии необходимы, какой бы сферы жизни это ни касалось. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.